Фэндомы, ну или комьюнити, как вам удобнее, это нечто неописуемое, потому что имеет слишком много значений и интерпретаций из-за очевидных причин. Один человек может утверждать одно по поводу одного конкретного фэндома, другой совершенно иное, что не соответствует словам первого. Рассматривая фэндомы, главное помнить одну простую вещь. Люди слишком разные. Вы не можете оценивать фан-базу по одной конкретной части, в которую вы попали. Самое смешное, что если вам понравилось произведение, на котором фан-база базируется, то вы автоматически в фан-базе. Даже если вы будете открещиваться от нее и говорить «мне нравится только сам сериал, а фанатов не могу терпеть», то так не получится сделать. К чему это я? Спорных комьюнити можно встретить слишком долго, чтобы как-то их игнорировать, и зачастую промолчать по их поводу не выйдет. Желание высказаться будет сильнее. Или сами фанаты будут вас сильнее, чем ваша выдержка скажет вам пока. Таких групп полно. Всем алоха, с вами я, Кэтсвелл, и... Уж меня вы вряд ли ожидали тут увидеть. Я Мирфоид, и сегодня я, на пару с Кэтсвеллом, стану вашим проводником в этот мир ужаса. А вот в каком ключе я употребил слово «ужас», вы и поймете далее. Мы погружаемся в одно из самых спорных комьюнити. Экзе-комьюнити. 2011 год. Время, когда писать крипипасты было моветоном юных интернет-писателей. Особое же распространение получили пасты о фильмах, мультсериалах и играх. Одну из популярнейших игровых франшиз, Sonic the Hedgehog, это также не обошло стороной. Самой популярной из такого рода паст является паста Sonic Exe, которая не нуждается в представлении, если вы кликнули на этот ролик. В наибольшей мере речь пойдет о фанатских творениях, связанных с этой крипипастой, которые поддерживают ее популярность даже спустя целые 10 лет. Ну и конечно же о сообществе этого явления. Подумать только, несмотря на всю убогость первоисточника и самой известной игры, которая обеспечила же убийцей популярность, вся эта экзо-движуха жива и популярна по сей день. В огромных количествах рисуют фанарты, делают игры, а видео по ним набирают миллионы просмотров на ютубе. Так в чем же причина такой актуальности этой темы даже спустя столько времени? Что ж, спустя 5 лет с момента выхода популярнейшей игры, где нужно было тупо идти вперед и помирать, люди додумались доработать ее концепт, исправить ее главный недостаток, подарив ей полноценный геймплей. Видите ли, оригинал был практически дословным пересказом оригинальной скучной истории. А какая история, такая и игра. Выход из главной проблемы ее убогости лежал на поверхности. Достаточно было дать персонажам возможность выжить, пройдя через испытания в виде уровней, представляющих из себя что-то кроме прямой линии и пары ступенек. Такое решение дает игре полноценный геймплей, а также реиграбельность благодаря альтернативным концовкам, которые иногда открывают доступ к дополнительным уровням на своем пути. О самых качественных из таких фанатских ремейках уже достаточно рассказано на ютубе. Кроме них, за единицами амбициозных проектов ничего интересного нет. Далее лишь сплошное паразитирование на чужих идеях и стагнация. Только за первые 2 года вышли десятки проектов, которые в тупую использовали готовые идеи и не привносили ничего своего. Из-за этого популярность тематики начала вновь падать, а действительно заинтересованные люди все так же следят за теми проектами, которые внесли эти новые идеи, подарив тематике новую жизнь.
Стоит сказать пару слов об авторе самой оригинальной крипипасты. Сир Джесси Хиена, или же Джек Креннелли, до последнего отказывался принимать всю ту кучу критики, которая обрушилась на его историю. Особенно после того, как оригинальный текст крипипасты был удален с тематической вики, и он попытался вернуть ее обратно, игнорируя все выпады со стороны администраторов. Джек продолжал додумывать этакий локальный лор своего персонажа, параллельно рисуя пачки его фуриподобных редизайнов, пока однажды не сломался и не выкатил ремейк той самой истории спустя 6 лет. Про ремейк я, в общем-то, ничего не могу сказать, так как чуть было не умер от скуки во время его прочтения. Однако главную роль здесь играет то, что теперь у Ежа-убийцы появился каноничный Origin. Sonic Exe, или же Lord X, нечто вроде лавкрафтовских отродий, которое вдобавок ко всему дико фанатеет от Соника. Судите сами. Кстати говоря, сам GC неоднократно нелестно отзывался о фанатских историях, где Sonic Exe имеет иной оригин от того, что задумал сам Джек. Однако такая придирка довольно глупая, ведь никто до последнего не знал об истинных планах Джека на его же персонажа. Какой бы плохой в плане сюжетного построения не являлась оригинальная история, я все же должен отдать ей должное. Лет 9 назад она произвела на меня неизгладимое впечатление, вплоть до того, что я боялся лишний раз повернуться за угол. Возможно, причиной такой реакции стал дико атмосферный, ныне удаленный с ютуба ролик Crazy Tomato, в котором автор весьма атмосферно пересказывал оригинальную историю. Ну, либо тот арт в конце игры, который, будем честны, до сих пор кажется стрёмным. В любом случае, Джек, скатив персонажа к фурийной матери, попытаясь сделать его оригинальным, малость поднасрал в мое детство. Пускай я обычно и одобряю инициативу сделать что-то оригинальнее, но в этот раз даже как-то грустно, что ли. Ведь из довольно жуткого персонажа Джек сотворил вот это. Вы не ослышались. Экзе был по-своему жутким, особенно в те времена, даже будучи очередной калькой на пасты о файлах смерти. — 2013 год. Люди не так уж и много знали о Sonic Exe, поскольку сама крипипаста даже в таком узком кругу не была популярна. Однако все меняется, когда на сцену выходит Myst Crimson, который делает первую игру по Exe. Я думаю, нет смысла рассказывать ни о ней, ни о Sally Exe, что канонически не является частью оригинальной крипипасты. Все их знают и видели их интерпретации не один раз. Именно о других версиях мы и поговорим. После игры от Кримсона произошел бум во всем комьюнити. Множество людей с различной степенью умений начали клепать просто килотонны контента по Сонику Exe, что вызвало множество мнений и споров вокруг этой тематики. В большинстве своем игры были копирками друг друга и не привносили ничего кардинально нового. Одни и те же коридоры, те же скримеры, та же кровяка, даже те же надписи. Однако мы расскажем вам про те игры, которые не являются самыми плохими среди массы и пытались сделать хоть что-то с этим концептом. Трилогия 8-битных Exe от Nowhere. По геймплею она мало чем отличается от своих собратьев. Только есть реальный платформинг и какое-никакое напряжение от некоторых событий в игре. Больше интересна история и то, на чем она основана. Вся трилогия основана на Sonic 2 с Game Gear и Master System. Так вот, есть теория, которая гласит о том, что в плохой концовке оригинальной игры Тейлз погибает от рук работника. Nowhere взял эту теорию и сделал на ее основе собственную историю, которая перекликается с одной известной крипипастой. Ничего необычного, но некое продвижение чувствуется. Round 2.exe. Начинаем с того, что Снок просыпается в непонятной локации с надписями везде и мониторами с цифрами. Разбиваем их, прыгаем в портал, а там трупы друзей, а затем босс Exe, который не представляет из себя особой угрозы. Затем он убегает и приводит нас в локацию Наклза. Там такой же паттл. Подобным образом он убегает и в локации Эгмана. Все то же самое, но с Суперсоником. Отличается эта игра только тем, что заканчивается здесь все хорошо, в отличие от множества поделок. В этой игре был свой саундтрек, который, ко всему прочему, был просто бесподобен.
Dark Sonic. Игра на самом деле в каком-то смысле очень прорывная в нескольких планах. Во-первых, это была RPG. Во-вторых, игра имеет по-своему комплексный сюжет, который как-то по-своему развивается. Ощущается по-иному. Если вы не боитесь экспериментов, то возможно ее стоит попробовать. Однако она немного базируется на оригинале, так что будьте готовы к этому. Стоит упомянуть тот факт, что игра по идее до сих пор разрабатывается и уже успела переименоваться в Dark Story Bloody Fate. Также появился играбельный приквел. К сожалению, мало что еще можно сказать, поскольку автор мало выходит на связь в данный момент, и ничего не остается, кроме как ждать. Sonic Exe Rampage. Появился на закате первой волны Exe и, возможно, по этой причине не стал слишком популярным, но однозначно достоин упоминания. Игра развивает тему того, что было бы, если каст персонажей выжил. В этой демке мы играем за Тейлза, который просыпается на острове Ангела и начинает побег от Экзешки. Нам предоставляют возможность полета и такого тоже. Конечно, у игры дофига багов, из-за чего сложность становится нечестной. Но тут довольно много чего, что потом перешло в игры Жайза, ибо, как по мне, Рампага выглядит как такой недоделанный НБ, если, конечно, не думать о том, что и НБ имел много багов. Увы и ах, но игра так и осталась одной демкой, которой не суждено было стать чем-то более полноценным. А конец демки ставит сюжет в тупик. Сегодня играть в нее довольно тяжело, но если бы игра была доделана... Из хорошего стоит упомянуть о пародиях на экзешки. Их довольно много, и порой их можно счесть за настоящие экзе. Это тот уровень пост-иронии, который мы заслужили. Я упомяну, пожалуй, самую лучшую пародию. Sanki.mpeg и Silly Thief. Отрисованные с нуля спрайты в мультяшном стиле, при этом поставленные в сеттинг кровавого ежа. Это же гениально! Мне лично очень понравились эти игры настолько, что я даже не буду конкретно рассказывать, что вы там найдете. Просто посмотрите, даже если вы полностью ненавидите тематику экзе. Помимо сониковских поделок, можно было увидеть очень много игр по другим франшизам. Или вещам, порой буквально. Особенно много игр было по МЛП. Взяв за основу персонажа, придуманного на основе альтер-эго Пинки Пай из мульта, Пинкамина стала головорезом не хуже своего синего колючего брата. А порой даже куда более кровавой была. Слишком много об этом я не могу сказать, ибо в игры по франшизам я не очень хочу играть, после того, что я видел. Но максимум, что скажу, была одна неплохая Марио Экзе, а также есть целая серия экзешек по МЛП Луна Story. Ничего не могу о ней сказать, так как не играл. К сожалению, обойтись без плохой части истории не выйдет. По этой причине стоит рассказать о творцах, которые за собой принесли килотонны хейта по отношению к Экзе. Забегая вперед, скажу, что помимо обилия трэшевых игр, Экзе ежиный фандом не возлюбил за то, какой бедной на сюжет была крипипаста и некоторая визуальная составляющая персонажа. Зачастую люди жаловались на неоригинальный дизайн Экзешки, называя его реколором Соника. Странно, что в фандомах иных подобных паст об измененных героях франшиз подобных претензий было меньше. Возможно, это связано с тем, какой проблемой ленивый перекрас персонажей является именно в сообществе Синего Ежа. В любом случае, давайте перейдем непосредственно к тем трэшевым играм и людям, стоящим за ними. Одним из первых творцов, который терроризировал пользователей интернета, стал Insane Pinkie Pie. Как понятно по его нику, он был одним из адептов фанбазы МЛП, наверное, даже Dark Brony, который очень любил экзе. Настолько любил, что клепал их пачками в гейммейкере. Чтоб вы понимали, использовать этот движок неправильно, и особенно в то время, когда даже не было мысли о Game Maker Studio. В общем, это приводило к интересным результатам, что можно увидеть в различных фановых игрушках. Большинство игр даже не его были. Он просто порой переделывал какие-то оригиналы и называл их Insane Pinkie Pie Edition, выпуская на лицо игроков кислоту, не только в плане геймплея.
Он категорически отказывался слушать любую критику и воспринимал ее в штыки, будучи полным токсиком, да. Если что, я не один из тех, кто это слово использует направо и налево. Он довольно долгое время делал экзешки. Как однажды он внезапно появился, так же внезапно он и исчез. Ныне мы живем без его экзешек. Спасибо за это, блин. Важная личность. И вы, скорее всего, узнаете этот ник. Начав свою деятельность 5 лет назад. Блин, какой же я старый. Он создает первую свою игру в гейммейкере. Ну и такой вот. На это просто больно смотреть. Однако от многих творцов его отличает то, что со временем он начинал делать все лучше. Конечно, не без косяков. Он перенес оригинальные Xenobility настолько качественно, что прям удивиться можно. Если, конечно, можно применять качество к такого рода играм. Стал он популярным благодаря своей серии игр. Боже, что я несу? Sonic X-XZ, который, Если вы хотите побольше узнать о его играх, не играя в них самим, и при этом вас не пугает отвратительное чувство юмора и моя отвратительная рожа, то я в описании оставлю ссылочку на одно из прошлых видео, которое я скрыл по личным причинам. Для меня самое смешное, что автор игр ответил на ролик спустя почти 2 года. А самое страшное, что ему 21 год. Если он, конечно, не троллит своих подписчиков. Если вы знаете это имя, то соболезную. Если вы не знаете, то лучше вам его и не знать. Конечно, здесь так и выйдет, учитывая, что вычеркнуть Тесаву из истории X не выйдет. Ведь именно он создал Lunatic X, игру, которая позже образовала вокруг себя отдельный подфандом Соника X. Подфандом под фандома. Капец. Обзора Lunatic X не будет, так как мы с Мурфой не настолько упороты, чтобы такое делать. Младов сделал очень много игр, и все они были сделаны в Констракте. Хотя он и пытался сделать игру на гейммейкере, но об этом позже. Все эти игры были очень разными в плане сюжета, а вот по геймплею был только один платформинг, да и все. Самым большим его творением была Карусель Adventure, которая понятно с чем связана. Она, по моему мнению, является истинной квинтэссенцией всех его игр. Сам человек, Сава, называет себя антихейтером. Он ведет себя с практически каждым человеком вокруг себя озлобленно и негодует, когда в его адрес идет любая критика. Я не собираюсь рассказывать больше про него, лишь скажу, что сейчас он находится под прикрытием на разных аккаунтах, и в целом стал он активничать меньше, но не перестал. Однако есть один странный факт. Он улучшил качество в играх. Лига Creepy Executors — одна из его последних игр, которая выглядит на порядок выше остальных его творений, хотя довольно сложно в это поверить. Но игра как минимум пытается быть хорошей. Есть свои косяки, но в целом можно и попробовать поиграть. У меня есть обращение к одному человеку. Женя, я знаю, что ты это смотришь. И я тебя убью за то, что ты мне раскрыл глаза на эту игру. Ты... Как я уже говорил, Сава пытался сделать игру на гейммейке, но у него ничего не получалось. В какой-то момент он попросил о туториале от такого ютубера, как IC003969. Я думаю, что если вы знаете XZ первой волны, то и IC знаете. Ютубер отказал Младову в помощи. После этого Сава начал жестко лютовать против него, как и против множества личностей. Собственно, почему именно у IC он попросил о помощи? Потому что Вискас — игра, которая заложила основу в будущее XZ игр и стала своеобразным улучшением XZ игр, хотя она на это даже не надеялась. Годы шли, а Игропром по экзешкам в большей своей части стоял на месте, штампуя кривые псевдострашные поделки, которые полноценными играми назвать было тяжело в силу того, что играть в них было банально скучно. Пока в один день вышеупомянутый ютубер IC003969, который ранее занимался прохождением всего этого ужаса, не решил создать свою игру. Несмотря на очевидно шуточное название Viscous Exe, игра эта была годной. Она смогла отличиться оригинальностью и по тем меркам интересным геймплеем.
Теперь персонажи могли выжить, что открывало пути к различным концовкам. Позже эту идею популяризовала и доработала Nightmare Beginning, но о ней мы поговорим в следующем пункте. Как уже говорилось, Вискас довольно шуточное название, что не мудрено, ведь сама игра изначально планировалась быть таковой. Это можно заметить благодаря тоннам смешных пасхалок, которые IC понапихал везде, а также из-за ситуаций, в которые игрок попадает. Сюжет повторяет оригинальную крипипасту, помимо изменений уровней, а также новой части с Sony из Underground. На тот момент IC очень любил этого персонажа, да. Геймплей имеет кучу отличий, начиная с здоровья в части за Sony, заканчивая более-менее вменяемым. Да кого я обманываю, платформер был только для того времени вменяемым. Про уровень Knuckles я вообще промолчу. Из-за природы игры гейммейкера, кратко говоря, было очень много багов и недоработок, которые не позволяют сказать, что игра достаточно качественная. Но отрицать ее заслуги нельзя. Это первая игра, которая ввела систему каких-никаких концовок. Хоть по сути их и было всего две. Потому что в конце Sony могла проиграть боссу или победить. Идеи были не новы даже для XZ фэндома, потому что нечто подобное уже пытались продвигать. Однако интересный по-своему платформинг, иная интерпретация оригинала и концовки задали основу, которую дальше развили поздние игры. Пародийная игра ненароком сделала то, чего не могли сделать другие игры. Развлекала игроков и в каком-то смысле даже вдохновила на свои свершения. Не зря они и помнят до сих пор. Шли годы, а игры не шибко менялись и оставались на том же уровне. До одного момента. После всех вышеперечисленных проектов вся эта экзоэпопея утихла, но это было лишь затишье перед бурей, ведь уже в 2017 году за авторством Джайс Коуза вышел полноценный нелинейный ремейк самой первой игры по Сонику Экзе, который выделился полноценным сюжетом, интересным геймплеем, а также обилием концовок. Речь, конечно же, о Nightmare Beginning. Если вкратце, существуют две воюющих расы. Высшие создатели миров и демоны, существа, выполняющие грязную работу высших по зачистке этих самых миров. Однажды высший по имени Экзектор решает полноценно прибрать к своим рукам созданный им мир, Мобиус, родной дом Соника и его друзей. Однако из-за политики высших он сталкивается с отказом, из-за чего объединяется с демонами и начинает войну с высшими. Для этой самой войны он набирает армию в созданном им мире, Мобиусе, убивая и превращая его жителей в демонов. Для этого он вселяется в тело Соника. Именно от него нам и нужно спасти главных героев. Примерно через год у этой игры вышел сиквел Sally Exe Continued Nightmare, который уперся в путешествие по другим измерениям и встречам с демонами-союзниками Экзектора. А разных сюжетных развилок и концовок здесь еще больше. Сама игра крайне сильно отошла от фишек из игр Crimson, ставших уже каноничными, обрела самобытность и тону оригинальных идей. Да одна только рассказанная выше завязка сюжета задает причины и объясняет все дальнейшие события в игре. Такого ранее не было, это была жемчужина в сравнении со всем тем, что выходило ранее. Однако главное для нас сейчас даже не это, а то, какое влияние эти игры, а в частности Nightmare Beginning, оказали на все экзе-сообщество, ведь именно они возродили эту тематику из забвения. Год спустя вышла The Spirits of Hell, сделанная Данюхой. Игра берет некоторые черты своего собрата и переворачивает концепцию сониковской игры в иное русло. Количество экспериментов в этой игре большое, как и количество концовок. Сюжет рассказывает про то, как Соника непонятная хуйня хватает свои лапы и начинает убивать. Нам предстоит помочь всей троице пройти сквозь ужас. И физический, и моральный для игрока, где Экзелер пытается нас настичь. Геймплей очень хардкорен, и дойти до конца можно только через пот, кровь и слезы, конечно же. Более подробный обзор можно посмотреть на моем канале, ссылка в описании. Ее сиквел находится в разработке, однако скоро он будет закончен, и я обязательно сделаю обзор на моем канале. Так вот, эта игра оказала еще большее влияние на дальнейшие экзе-игры, которые далее в большинстве своем были полной копиркой идеи с Spirits of Hell. Кат-сцены, диалоги, музыка были сплагиачены подчистую. Следующие 2 года основная масса экзе-игр представляла собой тонны плагиата, выходившего пачками, больше, чем когда-либо до этого.
Например, The Spirits of Hell появился пролог, где мы могли поиграть за Соника, а также сама игра включала в себя разные сложности. Эти и многие другие фишки были переняты десятками подобных игр. К счастью, такие поделки никогда не уходили дальше пары демок. Активно идеи крали не только The Spirits of Hell, но и ремейка Nightmare Beginning, который все еще находится в разработке. Причем весь абсурд заключается в том, что идеи крали из чертовых тизеров, которые выходили на YouTube-канале у автора, а иногда люди просто брали оригинальный концепт и тупо меняли персонажей. Безусловно, среди этой кучи бездарного копирования нашлись и единицы действительно годных и оригинальных проектов. Stone of Darkness с восхитительной графикой, Sonic Exe со знаком вопроса, с оригинальной задумкой и качественной реализацией, и со знаком вопроса. Однако, опять же, эти проекты с их качеством и оригинальностью составляли лишь малый процент от тонны безидейного мусора. Еще одной тенденцией экзоигр новой школы было создание оригина-антагониста. Зачастую его делали именно демоном, вдохновляясь экзектором. Кстати говоря, после выхода Nightmare Beginning Sonic Exe стали называть именно экзектором, в том числе за пределами фан-игр и даже сообщества. После выхода The Spirits of Hell же все поменялось, ведь там антагонист заимел другое имя – Exeler. Отсюда пошел тренд на создание своих версий демонического Соника, где в его имени обязательно присутствовала Экзе, а их дизайны чаще всего оставляли желать лучшего. Так. Экзе, демон and Экзе voidest, блять. Сука, хочу пи***нуться, голова об стол. Да что мне мешает, блять? Ну а что насчет сегодняшних дней? Год назад вышла без преувеличения восхитительная Sonic Fear 3, в которой пусть есть как и визуальные, так и геймплейные огрехи, но в целом эта игра выделяется своим качеством на фоне других подобных ей, пусть и не является экзоигрой в типичном понимании. Вышеупомянутый Sonic Exe со знаком вопроса, весьма спорный босс-раш Tower of Millennium, базированный на вселенной Nightmare Beginning, который хоть и не может блеснуть высоким качеством, но уж точно лучше большинства игр, как-либо связанных с Exe, как минимум благодаря оригинальной задумке. Как видите, упор в играх новой эпохи шел на геймплей, реиграбельность и сюжет. Ну, а как дела обстоят с хоррором, которым Exe изначально и пыталась быть? Ну, в прошлом году игры вроде Sonic PK Port и Sonic All Stars Exe привлекли немалое внимание со стороны сообщества. Если первая имеет отличный визуал и атмосферу, что могут напугать, то вторая в этом плане пустая. All Stars полностью берет базис оригинальной игры, однако абсолютно не перерабатывает его. Мы уже знаем, что произойдет. Мы просто проходим уровень, чтобы увидеть кривые анимации смерти. Игра не только не способна дать полноценный геймплей, но и напугать игрока. Например, когда Knuckles начинает атаковать Соника, мы уже знаем, что это противостояние бессмысленно. Ведь мы уже видели это в сотне других игр. Оно не пугает, не вызывает никаких-то иных эмоций, ничего. Та же Nightmare Beginning разрушала подобные ожидания, заставляя нас прорываться и двигаться вперед. Она давала нам как почувствовать опасность, так и ощутить надежду на спасение. Ну, или The Spirits of Hell, на втором акте Hide and Seek, когда игра вынуждает нас быть осторожным. Мы не знаем, что на данный момент находится за экраном, покидая укрытие. Совершенно в любую секунду вас могут заметить. Это и создавало локации напряжения и должную хоррорность. Вам было что терять и за что беспокоиться. Что мы имеем в All Stars Exe? Очередной ремастер игры 2012 года, который не может ни в геймплей, ни в хоррорность как таковую. В первую очередь, в ситуациях. Вообще, я бы даже не уделил внимания этой игре. Просто меня крайне смущает чересчур положительное отношение к этой игре у сообщества и тех же ютуберов. Не поймите меня неправильно, я приветствую ставку на хоррор в Exe играх. Тут уже скорее проблема в том, что его толком никто не смог реализовать, ни тогда, ни сейчас. Даже все те экзешки старой эпохи, которые ранее пытались упираться в хоррор, строились на попытках создать едва ли мрачную атмосферу, а также на наполнении разного рода скримерами. Но такого подхода для создания чего-то страшного недостаточно. Эти игры не пугают, ведь мы заведомо знаем, что случится дальше. В силу того, что они изначально и задают соответствующий настрой, в силу своей линейности и предсказуемости. Игрок уже готов к дальнейшим козырям, которые выкинет игра. Вообще, по моим наблюдениям, больше страха у человека вызывает не конкретная уверенность в том, что произойдет что-то жуткое, а ощущение таковой возможности. Чтобы сделать экзоигру страшной, а вернее напрягающей, нужно как минимум поставить цель, на пути к которой игрок столкнется с тем саспенсом, ужасом, а иногда и настоящей паникой. К сожалению, ни одна экзоигра еще не справилась с хоррорной составляющей в должной мере.
В этом пункте нам бы хотелось чуть побольше рассказать о классных экзоиграх новой волны, которые могут достать вам какое-то хорошее время, хотя и пускай с некоторыми оговорками. Вышеупомянутая Eye of Free, или же Continued Nightmare, по которому я мельком пробежался ранее. Геймплей этой игры не особо похож на привычный сониковский, левел-дизайн здесь довольно угловатый, однако, несмотря на это, игра играется, притом вполне неплохо. Про сюжет я уже вкратце рассказал, но все равно советую вам самим заценить его. Прохождение игры займет у вас добрые несколько часов в силу того, какая эта игра местами сложная. Кстати, о геймплее. В этой игре одни из лучших боссов, которые когда-либо были в экзоиграх. Один только босс Нигагена чего стоит. В нем вам нужно заботиться не только о кольцах, но и о изумруде. Ведь атаки Нигагена имеют два типа. Одни выбивают кольца, а другие сам изумруд. Как по мне, боссы в этой игре одно из лучших ее достоинств. Sonic Exe The Stone of Darkness. Хуйня, хомяк, пошел нахуй, идем дальше. Ладно, на самом деле, если говорить что-то по игру, то с первого взгляда ты понимаешь, что над ней ведется кропотливая работа. Множество деталей, как и графики, так и сюжеты с геймплеем по-своему продуманы. Тщательно выверенные действия во время создания игры привели к тому, что мы можем лицезреть сегодня. Игра основывается на адвенчурах и рассказывает историю про то, как Хаос, уже после событий первого адвенчуры, вселяется в Снока и начинает мстить. Конечно, локации взяты напрямую из классики, кроме пары исключений. Людей в игре вы не найдете, Эгман не в счет. И да, первые демки обладали некоторым количеством заметных багов из-за ограничений движка, но старания заметны, и хомяк правда старается над игрой. Недавно он перелопатил игру с нуля, и в какой-то момент появится абсолютно новая сода. Sonic Exe The War of Good and Evil. Довольно занимательная игра, с длинным как названием. Даже несмотря на то, что по факту играбельного по ней очень мало, и ждать этого можно долго. Однако, нельзя отрицать, что по прекрасным роликам от автора, каждый увидит уникальный подход к видению Экзе и сюжета в нем. Даже свои персонажи есть. Их пока что трудно назвать запоминающимися, однако наработки уже довольно интересные. Я настоятельно рекомендую посмотреть видео на канале, поскольку такое редко встретишь. Но не играйте в первую главу, она вас разочарует. ПК-порт и его ремейк в своем роде продвижение оригинальной идеи вперед, хотя на оригинал довольно больно смотреть. Да, это очередной пересказ той же истории, но можно заметить своего рода иной экспириенс. Игра отличается оригинальным визуалом и своей атмосферой. Это именно то, как должна была выглядеть оригинальная игра. Однако, не без ложки к дегтю и здесь. Кодинг игры и ее геймплей в оригинале отвратителен, по-другому и не скажешь. Ремейк же был организован фанатами игры, и сейчас он прорабатывается для того, чтобы ПК-порт стал еще лучше, чем он был ранее. На данный момент в демке визуал стал еще лучше, учитывая движок, который в свою очередь не раздражает и позволяет проходить игру нормально. Полную версию ждем-с. Sonic Exe с вопросительным знаком. Именно так и называется одна из последних игр по красноглазому. Здесь представлено множество оригинальных концептов, которые вылились в интересный, хоть и зубодробительный геймплей, в красивый, но недоделанный визуал. Трипофобам не рекомендуется. Увы и ах, игра была отменена в угоду оригинальной задумки от автора игры, Сергея. Unknown Universe, поэтому игру мы в ближайшее время не сможем увидеть в полноценном виде. It's Just Illusion. Своеобразная экзешка. Нормальной демки вы не увидите, однако на разных видео можно понять, что Артем, автор игры, старается привнести что-то свое. Правда, визуал дотягивает только до среднего, а порой даже до этого уровня его не хватает, но геймплей как минимум смотрится занимательно, как и сюжет, который имеет кучу концовок. Заметно вдохновение с Сохом, однако это именно вдохновение, а не плагиат. Я посчитал нужным поставить игру в список хотя бы из-за этого. Darkest Struggles. Игра основывается на... Нет, не на оригинальной крипипасте, а на ее интерпретации с одноименным названием. Движок очень сильно напоминает классические игры, от чего дает эффект дежавю, который потихоньку сменяется на легкое чувство дискомфорта. Атмосфера сменяется ровно, когда надо, и спрайты животных выглядят уместно. Очень жалко, что это очередная демка. Да, Darkest Struggles тут какие-то. Этот проект был отменен, затем возобновлен. В общем, весомых сподвижек в его разработке особо нет с года так 2018-го.
Очень жаль, ведь игра отлично смотрится и не менее хорошо играется. Могу лишь пожелать удачи ее автору в завершении такого амбициозного проекта. Sonic Fear 3, также упомянутая мной ранее. Игра достаточно линейная, но оттого не менее интересная. Левел дизайн и уровни здесь довольно неплохие, зоны выглядят отлично, пускай тот же Dark Tower и вызывает вопросы. Здесь есть довольно неплохие анимированные кат-сцены, а некоторые саунд-эффекты и музыка... О боже, музыка в этой игре подобрана просто идеально. Я дико обожаю саундтрек, который играет в туториале. Первом уровне за Наклза. А также на локации Dark Tower. Ну и, конечно, в финальном боссе. В общем, по этому проекту сразу видно, что он создавался с душой. Dolls Domination. Еще одна игра, которая не является экзешкой в типичном понимании. По большей части она строится на сюжете и стилистике Sonic Fear. Выглядит она весьма оригинально. Игра рассказывает нам о Таадоле, господи, что за имя, дьявольской кукле, которая является в мир Соника и убивает роботника, после чего сбегает в другое измерение. Соник отправляется за ним, и теперь ему предстоит пройти через порабощенные миры и встретить разного рода жуткое отродье. Также от этого автора есть довольно годный ремастер первого Sonic Fear. Sonic X The Last Hope of Mobius. О данной игре особо никто не помнит, и очень зря. Ведь в отличие от сотни подобных проектов, эта игра стоит внимания. Ее геймплей пускай и не шибко оригинален, но уж точно неплох. На уровне разбросано определенное число колец, которые нужно найти, дабы из него выбраться. Сложность здесь в том, что вас преследует Sonic X, и с каждым подобранным вами кольцом он становится быстрее. Да, это нечто наподобие игр о Слендермене. Только если в оригинале Слендер телепортировался, создавая этакий элемент неожиданности, то здесь Соник тупо следует за игроком, из-за чего можно примерно контролировать его местонахождение и легче избежать столкновения с ним. Несмотря на все это, игры с подобным концептом ранее не было, да и играть в нее было интересно. Однако позже автор решил отказаться от первоначальной идеи и начать разработку другой игры с идентичным геймплеем. Sonic X Broken Protocol. Помимо Sonic X здесь и были и другие преследователи, которые выполняли разные функции. Но в отличие от первой игры, локация тут была всего одна. В целом, по геймплею, вторая игра была миксом экзешек, Слендера и Custom Night из FNAF. И если бы автор не переметнулся на другой проект, а продолжил бы дорабатывать предыдущий, то мы бы получили игру с несколькими локациями, играбельными персонажами и разнообразными антагонистами. Но, увы, несмотря на интересную задумку, потенциал был убит неопределенностью автора. Очень жаль, ведь игра была добротной, да и я в какой-то степени ждал ее. Но вы же не подумали, что в этом ролике мы будем говорить исключительно об играх? В начале ролика мы говорили о сообществе. Что ж, дальнейшие пункты мы посвятим именно ему. Поскольку ролик рассказывает про фэндом и его участников, то было бы нечестно ставить в него только двоих людей и их мнения. По этой самой причине, а также чисто из интереса, я задал несколько вопросов у нескольких людей из разных групп XZ фэндома, с которыми у меня есть связь, и которые являются более-менее популярными среди комьюнити. Что тебя в первую очередь привлекло в XZ и почему ты остался? Что привлекло меня сюда?
Ну, меня привлек сам образ Соника Экзе из оригинальной игры Кримсона. Мне он понравился, но я также заметил, что сам жанр экзоигр не особо уважают, постоянно стебут, делают много смешных пародий в кавычках и другого мусора. Вот я и решил попробовать сделать свою игру и доказать, что концепт персонажа может быть довольно-таки интересный, если использовать его с умом. Осталось по большей части, чтобы завершить образовавшуюся серию Nightmare Universe. Много всего запланировано, дай бог справлюсь. С самим комьюнити я не то чтобы себя сильно ассоциирую. Мне в принципе сложно с чем-то себя ассоциировать. Я сюда пришел из персонажа и остался из-за него, пускай немножко модифицированного под себя. Если кому-то не нравится, валите. Если кому-то нравится, я рад. Фанатское сообщество любителей красноглазика меня затянул Твин со своим Найтмером, ну и еще игра Данюшки. Меня привлекло то, что из ЭГЗ может выйти что-то годное, стоит лишь приложить чуть больше сил, как бы странно это ни звучало. Мы тут именуем Viscous, NB, Stone of Darkness, твою игру и так далее. Остался я только потому, что все эти игры еще существуют и развиваются. Так, ну по порядку. Сообщество меня привлек Viscous ЭГЗ со своей идеей спасти всех. И вот этой вот всей параши. Остаюсь тут и не полностью сваливаю в комьюнити мегаменов, потому что сода. И все, у меня больше нет причин тут оставаться. Вообще, изначально привлекло то, что это было банально веселее, чем обычная санюковская фанбаза. Как давно ты в экзе комьюнити? Что можешь сказать о нем, говоря в общем? Хуже или лучше тех комьюнити, в которых ты когда-либо был? Как давно я тут, честно говоря, не помню. На даты память у меня всегда была слабая. Сравнивать с другими комьюнити сложно, ибо я никогда до этого не был частью других фандомов. Да, мне что-то интересовало, но откровенно фанатом чего-либо я бы себя не назвал. Скорее просто наблюдатель. Но по моему личному ощущению, этому комьюнити не хватает стремления к инновациям, ибо паразитирующие друг на друге игры постоянное явление здесь. И в каком-то смысле также не хватает взаимоуважения. Ибо, да, как я не люблю использовать это слово, но все-таки ядовитость тут присутствует. Но опять же, не без хороших людей, так что все не так плохо. Такие вопросы задавать глупо. Все же знают, что есть нормальные люди, а есть отбитые. Вот ты, например, миленький котенок, мяу, мяу, мяу. Я в ЭГЗ комьюнити с 2017 года. Члены этого комьюнити, скажем так, есть нормальные люди, конечно, но 75% этого комьюнити это кринжовые дети, особенно в начале зарождения комьюнити. Найти хорошую, действительно хорошую игру среди ЭГЗ, это как найти озерцо воды в пустыне, очень тяжко. В сообществе я достаточно давно. Несколько раз уходил, либо из-за неактивности, либо по другим причинам. В это время, но впервые я в это комьюнити попал в 12 или 13 году. Тогда я впервые увидел видос с Соником Экзе, и тогдашнему мне концепт показался страшным и интересным. Страшно интересным. Ах, шутка, смейся. И я пытался сделать из этой штуки что-то. Рисовать не умел, игры делать тоже. Потому просто фигачил скетчики в блокнот. В этом комьюнити я нахожусь с 2011 года. Как ты считаешь, примет ли общее сониковское комьюнити экзе? Что, по твоему мнению, можно изменить, чтобы принятие произошло? Было бы, конечно, клево, если бы Sonic база приняла экзе как что-то параллельно существующее, но что-то мне подсказывает, что все-таки экзе так и останется парашей в их глазах. Сила стереотипов никуда не денется. Осуждение типа крипипасты, которая должна была умереть в 2013 году, тоже. В лучшем случае мы добьемся того, что некая часть Sonic фанбазы будет относиться к экзе как к немного придурочному, странному ответвлению игр по ежу.
Чтобы улучшить репутацию ГЗ, нужно просто побольше хороших игр, анимаций и другого фанстафа, которые смогут заинтересовать не только экзе-фанов уже существующих, но и людей, которые просто зашли на огонек. Без понятия, обычно фанаты смотрят косо на экзюшников, ибо... Что за поехавшие эти ваши экзюшники, а? Короче говоря, сложный вопрос. Что надо для принятия? Наверное, нужен какой-нибудь такой проект среди экзюшников, который мог бы показать, что даже из самой тупорылой вещи можно сделать что-то очень увлекательное и прекрасное. На 4-й вопрос отвечу. Нет, и большое количество людей санниковского комьюнити — это стадо, которое относится к играм как к дерьму, даже более-менее, но в игры будут стараться за любые минусы. Конечно, их можно понять, не вышло еще такой игры, которая действительно будет лучше, например, обычно санниковской фан-игры во всем. А само экзе-комьюнити известно за огромное количество дерьмовых игр, которые копипастят сами себя. Чтобы принятие произошло, экзе-комьюнити должно избавиться от вот этого всего количества мусора, которое в нем, и выставить на показ что-то действительно реально годное. GameJolt, конечно, с этим не согласен. Какой-то новенький мусор обязательно будет выше других игр за счет того, что это новая игра. В том, что это никогда не было особо цветущим местом. Тут всегда либо войны, либо срачи, либо пустоши безжизненные. В каком-то плане есть хорошие аспекты, мол, типа, если ты начинающий девелопер, то получишь тут объективный фидбэк, типа, от людей вроде тебя, меня или Мурфы. Но в остальном это сообщество хуже тех, в которых я бывал ранее. Да, санниковская комьюнити состоит из людей, которые любят фан-игры. Дать им такую экзе-игру, чтобы ее и нельзя было назвать экзе-игрой, вот ради чего я, собственно, и делаю соду. Я делаю фан-игру экзе в названии. Ну, вообще, во времена первого эфира все шло довольно неплохо, мне это все нравилось. Но в последнее время я начал понимать, то, что это комьюнити даже хуже, чем санниковская. Санниковская комьюнити может принять ехе комьюнити, только кое-какая часть людей, у которых железная психика. Вообще, нужно вернуть изначальный ехе концепт, хоррор и страх. Меньше нудных сцен и самого сюжета со своими собственными хернями. Обозначь свои любимые и ненавистные с тобой экзе-игры. К любимым могу отнести оригинальный Sonic Exe, чтобы про него не говорили. Sonic Fear 1, Round 2 Exe в какой-то степени, хотя концовка мне там не особо нравится. К нелюбимым, честно говоря, таких особо и нет. У меня Нет у меня общей неприязни к чему-либо. В худшем случае некоторые просто скучные и не стоят потраченного на них времени. Но никакой ненависти к ним нет. Любимых у меня нет. Прошло уже это время. Даже если вспомнить первый проект Твина и Данюхи, то весьма-таки сложно назвать эти игры хорошими по сравнению с тем, что эти двое делают сейчас. Данюхе стоило бы сделать то же самое, что и Твин, а именно ремейкнуть первую игру и довести ее до ума. И уничтожить путь Наклза полностью. Ха-ха-ха, я ненавижу этот роут. Впрочем, игра Хомяка в целом хоть какой-то восторг у меня вызывает. Хотя бы графически. Это самая красивая фанатская игра про красного уебана. С любых игр я, наверное, позначу только те, которые полностью вышли. Также демки я полностью судить не могу. Конечно, небольшой. Это NB, CN, Dark Sonic, Whiskas, с натяжкой, наверное, Sonic Fear, первая часть, так как она достаточно была атмосферная для своего времени, а остальные, такие себе. Нелюбимые экзе-игры Деви, все, особенно с Alex Discovery, за счет огромного хайпа вокруг нее в свое время. Хотя на копипасте этой сцены чуть-чуть часов, хотя самый Discovery просто отстой. All Stars, я вообще не понимаю, что люди в нем нашли. Это просто трилогия оригинальных Sonic игр, которые только в более красивой оболочке. Еще куча старых игр, которые я не вспомню. Это по типу Lunatic X и вот это всякое такое. Из моих любимых я могу отметить Сох, из доделанных. Достойный представитель своей идеи. Возможность спасать, не спасать персонажей есть. Один жирный минус игры — так сложность и факт того, что она нечестная.
Ну, а еще графон говно, но это так, in my opinion. Из недоделанных Sonic.exe, в названии вопросительный знак. Это довольно неплохая игра, тайлы в ней нормальные, анимации в катсценах неплохие. Правда, я трипофоб, потому саму игру оценить не смог в плане геймплея, естественно. Из нелюбимых башня тысячелетия. Кто бы там над ней не пыхтел, факт плохо написанных боссов никуда не денется. Если их пишет не геймдизайнер с идеей, как должен выглядеть босс, тем более, если вся игра один большой босс-раш. Большинство творений, Devi, All Stars, Discovery и так далее и тому подобное. И вот, да. Также хотел бы отметить Nightmare Universe. Не так, чтобы из нелюбимых, но из немного раздражающих, но против их существования я ничего не имею. Графин временами проседает, текстбоксы за 30 секунд в пейнте сделаны, пачки сюжетных дыр, но в его лоре я не особо шарю и шарить не особо хочу. Почти обязательное чекание его канала, чтобы въезжать в то, что происходит. Линейность геймплея я не про сами игры, а про уровни, ни склонов, ни петель, только платформы. И в остальном игры Твина, средненький, пойдет под пивко на вечерочек. Игры мне нравятся, именно трилогия Фира, игры от Novaware и трилогия Вискаса. Думаю, я все точно объясню. Мнение о сообществе у гостей спросили, а вот рассказать про него не рассказали. Не дело. На самом деле я лишь решил припасти эту тему на закуску, ведь за те 3 года, что я провел в этом сообществе, у меня знатно накипело. Начну издалека. Как я уже сказал, я являюсь активным членом этого сообщества около 3 лет, пускай интерес к Ежеубийце я питал задолго до того, как стал общаться с фауной его фандома, и вообще делать что-то кроме просмотра тематических роликов на ютубе. Знаете, на самом деле мне хватило и года, чтобы сделать определенные выводы. Видите ли, в предыдущих пунктах я пару раз упомянул, что экзотематика впала в кому после тонны однообразных проектов, и что с годами люди должны были понять, что тематика исчерпала себя в том виде, в каком она представала ранее. Следовательно, люди должны были сделать определенные выводы с целью не повторить ошибки из прошлого опыта. Но нет. Тут мы и приходим к первой проблеме – стагнация. Этот фандом хоть убей, расстреляй, зажарь в адской печи, но большая его часть так и продолжит задрачивать старую формулу, которая сработала когда-то там, лет 8 назад. Ну или формулу игр новой эпохи, вроде того же The Spirits of Hell. Выжать из себя что-то кроме обсоса чужих идей и старых формул будет что-то из ряда фантастики. Но зато, когда появляется какой-то самобытный оригинальный проект, все поголовно начинают кричать, как это свежо и оригинально. Хочу напомнить, что спрайты, движок, музыка лежат в open source. На освоение основ того же Not So Simple Sonic Worlds уходит пара дней при большом желании. То бишь все инструменты уже даны. Следовательно, показателем навыка автора является умение с ними обращаться, но выходит так, что большинство и на это не способны. Сегодня геймплей и сюжет составляют добрые процентов 90 по значимости в экзо-играх. Но что мы имеем? Украденные идеи из редких оригинальных проектов, из игры в игру. Украденные идеи геймплея, сюжета, визуального оформления, подбора музыки, всего. Из-за сплошного воровства из одного источника, и все эти игры становятся похожими одна на другую. За этим однообразием происходит натуральная стагнация. Но раз уж эти бесхребетные проекты продолжают выходить пачками, следовательно на них есть и спрос. Совершенно верно. Тут-то мы и приходим ко второй проблеме – низкие стандарты. Низкие на уровне плинтуса, на уровне Марианской впадины, нет, Кольской сверхглубокой, а то и ниже. Чтобы выбить из большинства людей здесь похвалу, достаточно ничего. Совершенно некачественное, говничное, бездарное, сделанное на коленке убожество может и будет одобрено здесь. Достаточно почитать комментарии под этими самыми играми, анимациями, артами и прочему, ведь это касается всего. В силу малого возраста у большинства фанатов экзо еще толком не сформировался вкус, потому они вылизывают все подряд, несмотря на его качество. Не может в комьюнити, поощряющем бездарность, годный контент перестать быть чем-то кроме редкого проблеска надежды. Поэтому, даже когда появляется какой-то талантливый разработчик, он трижды думает, зачем и для кого ему стараться, если здесь для людей говно и золото имеют одну стоимость. Они теряют мотивацию, отчего потенциально хорошие проекты отменяются и забрасываются. Последний, фундаментальный недостаток этого сообщества – неспособность принять критику. Ты советуешь человеку исправить объективные недостатки, сравнивая с другими проектами и опираясь на теорию. Что ж, здесь ты можешь пойти нахер со своими советами, ведь все недостатки будут оправданы стилем и индивидуальным подходом автора.
Прошу, нет, умоляю, научитесь отличать стиль от чертовых ошибок. Стиль и почерк вырабатывается с опытом, а не как только ваша рука касается кисти и делает первые мазки. Ну и, конечно, вам очень повезет, если после вашей критики вас не назовут токсиком и перфекционистом. Будь то критика в отношении творчества или поведения людей, неважно. По мнению абсолютного большинства людей в этом сообществе, желание сделать что-то лучше – самый страшный из грехов. Многие и вовсе додумываются отмазать критику о прямом плагиате вдохновением. Неужели вам так трудно увидеть разницу и понять, что вдохновляться не значит копировать подчистую? Ведь вдохновляясь, люди прикладывают хоть какие-то усилия. Я назвал этот недостаток последним. На самом деле это лишь верхушка айсберга. Кстати, об айсбергах. Пользуясь случаем, хочу рассказать вам об одной ситуации, которая наглядно показывает всю натуру этого комьюнити. Я уверен, вы наслышаны о таком недавнем тренде в сфере интернет-медиа, как айсберги. Так вот, один энтузиаст решил создать такой айсберг по экзе, попросив помощи у сообщества, что и стало ошибкой. Возник конфуз с классификацией тем, а сами темы были сплошным селф-инсертом. Мы с моим коллегой решили сделать свой айсберг, который, ко всему прочему, был интерактивным сайтом, открывающим источники, пояснения и отбирающим наиболее интересную информацию. Как только определенный сегмент сообщества увидел наш айсберг, они сразу же начали задаваться вопросом, зачем было так стараться? Нам полетели претензии за то, что мы выбросили слишком много откровенно ненужной инфы и не засунули в айсберг какого-то там экзе из твиттера. Этот случай наиболее показательный. Он демонстрирует весь сдвиг приоритетов этого фандома. По сути, я рассказываю то же, что говорил пару лет назад на тематических серверах. Но если бы с годами только что-то менялось, то и смысла повторяться бы сейчас не было. Это сообщество могло бы стать лучше, будь оно более лояльным к тому, чтобы двигаться вперед, осозная оно свое положение и заимев хоть какие-то цели существования. За все время, проведенное здесь, мне крайне повезло найти своих единомышленников. Людей, которые способны здраво оценить состояние сообщества и его дальнейшие перспективы, которые способны понять, что этой тематике необходимо развитие и что для него требуется. Увы, это единицы на фоне общей массы инертной толпы детей и кретинов. Я, в общем, согласен с мнением Мерфи. Однако стоит указать на то, почему стоит хотя бы попробовать побывать в экзе-комьюнити, если вы заинтересованы тематикой. Чтобы найти людей, которые являются адекватными среди всех дошкольников, нужно отбросить в сторону YouTube и взять на вооружение Discord, который может предоставить вменяемое количество экзе-серверов, как и плохих, так и хороших. Лично я порекомендую зайти на Exe Empire. Нет, это не реклама. Сразу хочу предупредить о том, что к атмосфере придется привыкать, и люди, которые не понимают самоиронии и трудно восприимчивы к стёбу, сарказму, скорее всего не приживутся. Это было доказано на конфликте между Exe Empire и одним из крупнейших серверов тематического ютубера Resistance. Разница между этими серверами колоссальна и заметна с первых секунд. В первую очередь это связано с тем, что первые построены в основном вокруг активного русского сообщества. Хоть там и есть и английский, и испанский чат, но большинство активных участников, как среди модеров, так и среди обычных, это люди с СНГ. На втором же англоязычные люди. Вот и произошел конфликт между серваками, который закончился сотрудничеством. Неожиданно, правда? Exe Empire я привел как очевидный, хороший и быстрый пример для ознакомления с людьми, с которыми вы можете поговорить о экзе тематике. Если вам по каким-то причинам не нравится этот вариант, можете попробовать на другие сервера по экзе тематике зайти. Они есть у различных проектов и деятелей экзе по типу сервера от Хомяка, сервер Fire и других. А также сервера ютуберов, но заглядываю туда только на ваш страх и риск. Как бы я ни презирал это сообщество, опуская всю дегенеративную плеяду, сообщество — это в первую очередь люди. Будь то зрители или творческие деятели, как среди первых, так и среди вторых будут как достойные, так и худшие их представители. Никогда не стоит оценивать что-то, взглянув лишь раз. Это сообщество, пусть по большей мере и состоит из откровенного скама, но и адекватных людей здесь найти можно. По какой причине они остаются в этом болоте? Скорее всего, заинтересовавшие их редкой годнотой, а чаще из-за воспоминаний. Сколько тех людей, что еще будучи детьми познакомились с этой крипипастой, занесло сюда обратно спустя столькие годы. Эти люди уже повзрослели, но все равно вернулись сюда, случайно или намеренно. Таким человеком был и я, а также некоторые мои коллеги. Нередко происходит и так, что в рамках целого сообщества такие люди основывают лагеря, чтобы отделиться от основной части фандома. Иногда просто следует получше поискать. Вернемся к нашим баранам.
Думаю, в каждом сообществе есть такой персонаж, который отпечатался в нем весьма противоречиво своим поведением и разного рода выходками. Конечно же, и наш цирк уродов это не обошло стороной. Дамы и господа, встречайте! Когда заходит речь о экзе-комьюнити, трудно обходить стороной некоторых людей в нем, которые натворили немало дел. О некоторых я рассказывал ранее. Однако они появились в первой волне экзе, и стоит учитывать некоторые факторы, чтобы сопутствовали появлению такого количества спорных личностей. Во-первых, раньше не было слишком много альтернатив для создания чего-то клевого. Во-вторых, знания были более ограниченными. В-третьих, все плохое перевешивало хорошее. После НБ у людей появились определенные понятия качества и определенные рамки, которые стоит соблюдать. Однако, как вы догадались, не все их соблюдают. Либо люди копируют бездумно каждую удачную идею, от чего появилась шутка о том, что экзе-комьюнити копирует все успешные идеи, даже из закрытых источников. Спасибо, хомяк. Либо люди используют старые правила или пытаются их скрестить с новыми. Порой это бывает удачно, как с ПК-портом. Порой... К чему это я? В 2018 году внезапно для всех начинает свое восхождение такая игра, как Кошмар Story, Sally Exec Discovery. До сих пор помню, как на сервере внезапно ее начали дико форсить. По итогу же оказалось, что это не та игра, которая была достойна форса. Откровенно плохой геймплей, вкупе с сюжетом и озвучкой, которая способна вызвать истинный диссонанс, Discovery вызвала по-настоящему большой шквал критики. Однако это не остановило его. Он продолжил клепать игры со скоростью, которой сам Соник позавидовал бы. Все они были примерно такого же качества, и что самое страшное, что Дэви не принимал критику и готов был заткнуть уши, лишь не слушать очевидные вещи, которые он игнорировал все это время. В какой-то момент все дошло до того, что знакомый вам Слорейн сделал видео про Discovery, где очень жестко выстебал игру. Настолько жестко, что Дэви принял некоторые утверждения буквально. Он и его фанаты, да, они у него есть, начали пытаться убрать ролик по причине призыва к суициду. Хотя он по сути просто резко среагировал на игру, не желая ничего плохого самому Дэви. После этого Дэви начал все больше о себе напоминать, потому что готов был посраться с каждым членом фэндома. Джайс, Соля, еще кто-нибудь. Он с ненавистью говорил о творчестве любого, кто ему не приглянулся. Особенно Джайса, так как он делал игры, которые больше нравились народу. Хотя они очень сильно отличались от оригинального концепта экзе, адептом которого был Дэви, кстати. Это начинало напоминать ебаный цирк. Часто его критика проектов Джайза ограничивалась парой слов, мол, ненужные персонажи и херовый геймплей не подкрепляя это ничем. Доходило и до абсурда. В уровне за Эми есть некое подобие спешл стейджа из первого Соника, где его вращение полностью передается в руки игрока, прямо как в Сонике 4. Так вот, претензия нашего зеленого друга заключалась в том, что раз уж визуал исполнен в стилистике классических игр, то брать за основу геймплей с 4 категорически запрещено. Однако, извините меня, схуяли. Я прихожу поиграть в игру, а не посравнивать ее с играми оригинальной франшизы. Какая разница, из какой части тут взят геймплей, если он в целом не выбивается? Ну, или еще один случай. Когда буквально на пару секунд в одном из роликов Джайза альтернативная версия Крим предложила демону поразвлечься. Сразу же полетели обвинения в не самом правильном подтексте, мол, Крим же малолетний персонаж, зачем включать такие сцены с ней, совершенно забывая, что от Крим здесь только ее перекрашенный спрайт. Даже канонически ее возраст в этой вселенной не соответствует оригиналу. Но плевать, кому нужно разбираться. Далее полетели всякие попытки исправить дизайн, чтобы персонаж выглядел взрослее. Понимаете? Менять ебучий дизайн из-за одной реплики на пару секунд, и то в конце ролика! Это ёбаный абсурд! Я привел в пример лишь те моменты, которые я хорошо запомнил, но поверьте мне, подобного было в разы больше.
Также Дэви навязывал несведущим людям о том, как Джайс якобы называет одного из своих персонажей оригинальным антагонистом из кривипасты, хотя тот был лишь его интерпретацией, да и то не конкретно из кривипасты, а из самой игры. И ведь он знал это. На глаза явная подтасовка фактов с целью вызвать у людей противоречивое отношение ко вселенной Джайза. Не говоря уже о том, что когда у него просят объяснить его позицию, он достает пуленепробиваемый щит из личного мнения. Да, мнение не является фактами, но и не дает права на их подтасовку. Ко всему прочему, его мнение часто противоречит его же действиям. Например, в одной из своих игр Дэви от лица своего персонажа жалуется на то, как Экзе плох и как его концепт репетативен. Однако это не мешает ему в этот же самый момент разрабатывать All Stars XZ, в котором он устраивает настоящую BDSM-оргию с этим концептом, даже никак его не меняя. Это же не мешает делать сиквелы, ремейки этой самой игры. Ну а что? Настолько вот человеку надоел этот концепт, что он только лишь с ним игры разрабатывает. Ну прям тошнит его от этой репетативности, что тут сказать. Занимателен тот факт, что на время этих высказываний он действительно пытался отойти от концепции и начал работать над совсем другой игрой. Но угадайте что? Через пару месяцев он снова вернулся к недавно задолбавшему ему концепту, от которого он совсем недавно открещивался. Какая же беспринципность и лицемерие. И я пускаю то обилие плагиата в его играх, в том числе не таких старых, плагиата из источников, которые по его мнению являются дерьмом. Спустя еще какое-то время на сервере Exe Empire начал разрастаться локальный мем, который дорос до пародийной игры с названием Autism Outbreak, который был позже переименован в Horny Outbreak, по причинам, которые здесь не будут озвучены. Фанатики его передали эту новость, и началось очередное поливание грязи, которое скрестилось с конфликтом на Resistance. И в конце концов он выпустил видео про Exe Empire, где люто раскритиковал в кавычках все проблемы в кавычках сервера. Игра не предназначалась для хейта творчества или личности Дэви. Это был просто локальный мем. Но, увы и ах, на тот момент он был не готов нормально поговорить с участниками и проигнорировал все выпады. Потом на сервере Империи внезапно появляется сам Дэви. Все в шоках. Но его никто не выгонял и не осуждал. Ему дали возможность показать себя с другой стороны. И он говорил очень даже адекватные вещи, что давно пора было сказать. Он показал свои игры, дал возможность высказать ему адекватную и, что самое главное, недеструктивную критику. Он вроде выслушал и даже что-то поправлял, ведь со временем он начал делать лучше. Правда? У него начало что-то получаться в своем роде, лишь нужно чуть-чуть больше усилий приложить. Однако через некоторое время он снова покинул сервер и начал высказывать вещи, которые не имели к реальности никакого отношения. Он показал, насколько он не способен изменить себя и свое отношение к окружающим, к сожалению. По сей день, когда Джайс выпускает хоть что-то, Дэви не упускает возможность дать свою критику на других серверах, на том же Резистансе, например. Однако зачем, для чего, да хуй его знает. Даже там ему справедливо сказали, мол, для чего нам слышать твои претензии, если мы не Джайс, мы не можем ничего исправить. Делай это там, где есть сам Джайс, коль ты хочешь донести до него свои мысли и сделать что-то лучше, как ты сам это говоришь. Барабанная дробь? Конечно же он этого не сделал, ведь таковым местом, где был Джайс, является Exe Empire, с которого Дэви сбежал. Далее он продолжил обвинять Империю за то, что сервер клеймит его мудаком уже 2 года. Хотя, на самом деле, ну, как вам сказать, да всем было на него, пока он сам не высрет что-то в сторону сервера. Помимо всего прочего, сам Дэви крайне озабочен контентом, на который дети могут наткнуться на тематических дискорд-серверах. Я уже не говорю о том, что их там в принципе быть не должно. Но раз уж они проникают туда, давайте оградим всех участников от обсуждения взрослых тем и шуток про члены. А почему не пойти дальше? Давайте окончательно запретим всевозможные ресурсы для взрослых, ведь на них могут наткнуться детки. А что? Достаточно справедливая причина ограничить людей в контенте, словах, оскорблениях и прочем. Но как ни тверди ему о том, что детей тут вообще-то быть не должно, он продолжает отстаивать позицию, что они могут не прочитать правила и травмироваться, увидев слово хуй в чате. Знаешь что? Со своими установками пиздуй в детский сад, хуй ты нравоучитель. Это интернет, и здесь могут послать нахуй. На данный момент он залег на дно. Конечно, игры он делает, но он сконцентрировался на одной игре, а также на теме хакинга. О боже упаси, зачем ты полез в мой храм? А также бетах сониковских игр, как и множество людей до него. Он не сильно изменился за все эти года, но кто знает, как дальше обернется дальнейшая судьба такого человека, как Дэви.
Хочется подвести определенный итог. Несмотря на множество минусов, которые вы, я уверен, смогли выцепить из этого видео, одного у XZ фандома не отнять. Воистину уникальных и фан-игр, которые нигде не встретишь. Я всегда относился к XZ с любовью и одновременной ненавистью. Довольно трудно воспринимать его цельным, несмотря на прошлое, или на определенных людей, которые просто портят впечатление о фан-базе. Однако лично для себя я нашел друзей, очень ценю их. Я нашел людей, с которыми я могу обсуждать различные темы, считая непопулярный геймдев, ибо по многим наблюдениям он популярен среди экзо-комьюнити. Большой процент это разработчики. Игры отличаются своим видением, своим подходом. Далеко не каждая игра достойна вашего внимания, но вы почти всегда можете найти Грааль среди кучи бесполезного хлама. Если вам ничего не понравилось, то значит, что это не для вас. Лишь прошу, пожалуйста, не относитесь с пренебрежением к играм. Есть много адекватных людей, что прекрасно понимают, почему именно так произошло с экзешками, и почему общее саниковское комьюнити их ненавидит. Морфа, тебе есть что сказать? Несмотря на все сказанное тобой, мои прогнозы на будущее экзотематики крайне неоптимистичны. Со временем те самобытные проекты перестанут выходить и дорабатываться. После этого, как и несколько лет назад, за отсутствием новых идей тематика вновь впадет в кому, если и вовсе не умрет. Однако, кто знает, уйдет ли это дальше. По моим наблюдениям, вряд ли, учитывая то, как ее сообщество любит топтаться на месте. Так что все это вряд ли продержится после этой волны. Может, оно и к лучшему, может, тематике действительно пора уйти. В любом случае, веселитесь, пока это возможно. Кто знает, как пойдет судьба. Будем надеяться на лучшее. С вами были Кэтс и Мурфа. Всем алоха, дорогие друзья.